Запасаться бензином или нет? ОАЭ выходит из состава ОПЕК. Что будет на рынке нефти? Держаться вместе и помогать Украине. Король Великобритании выступил в Конгрессе США с призывами. Трамп встречал королевскую чету добродушно. Шутил, признавался в любви. А в соцсетях их совместную фотографию с Чарльзом III подписали не иначе, как два короля. Путин хочет войны. Об этом Трамп якобы проговорился. А чтецы по губам смогли распознать это послание. Иран готов продолжать войну. По крайней мере, так говорят у них в армии. Горит и дымит. В Туапсе продолжают борьбу с нефтяной катастрофой, а Путину докладывают, что в остальном все хорошо. В Афинах пенсионеры стреляют средь бела дня, в Южном Судане начинается голод, в Штатах запускают аэротакси, а в Китае бабочку-робота. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. ОАЭ выходит из ОПЕК. И это сигнал о том, что привычная система начинает ломаться. Так пишут мировые аналитики после сенсационной новости. Специалистов цитируют мировые СМИ. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и формата ОПЕК плюс с 1 мая. Причем сделали это резко, без длительных консультаций и переходных этапов. Формально речь о новой экономической стратегии и желании действовать гибче. Но на фоне войны вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе это выглядит как гораздо более серьезный разворот. Сама логика решения проста. ОАЭ давно были недовольны квотами ОПЕК. Страна инвестировала в добычу, наращивала мощности и хотела качать больше, чем ей разрешали. В какой-то момент стало очевидно, что ограничения начинают мешать зарабатывать. Поэтому Эмираты решили выйти из системы и действовать самостоятельно, ориентируясь только на рынок и собственные интересы. Министр энергетики прямо говорил: миру нужно больше энергии, а ОАЭ хотят быть неограниченными никакими группами. Но парадокс в том, что прямо сейчас это решение почти не дает эффекта. Из-за конфликта и напряженности в Ормузском проливе экспорт нефти из региона ограничен. Через этот узкий коридор обычно проходит до 5-й части мировой нефти. И любые сбои сразу бьют по рынку. Сейчас судоходство фактически затруднено, страховые риски выросли, а часть поставок просто не может выйти на рынок. Да, у ОАЭ есть трубопровод в обход пролива, но он не покрывает весь объем. Поэтому даже если страна захочет резко увеличить добычу, продать эту нефть в полном объеме пока невозможно. Именно поэтому рынок отреагировал сдержанно. Цены не обрушились, потому что физически нефти на рынке больше не стало. Но это краткосрочная картина. В долгую последствия могут быть гораздо серьезнее. Как только ситуация в проливе стабилизируется и экспорт восстановится, ОАЭ смогут резко нарастить поставки. И вот тогда начнется самое важное. Другие страны могут последовать их примеру. Если один крупный игрок перестает соблюдать ограничения, остальные тоже начинают задаваться вопросом, зачем им продолжать их соблюдать. В такой ситуации возникает классический сценарий для сырьевых рынков. Гонка добычи. Каждая страна начинает качать максимум, чтобы не потерять долю рынка. В результате предложение растет быстрее спроса, и цены падают. Это уже не теория. Подобные эпизоды на нефтяном рынке происходили раньше. Для России это плохой сценарий, уверены местные аналитики. Российский бюджет сильно зависит от цен на нефть, а быстро нарастить добычу страна не может. Для этого нужны время и инвестиции. Если цены падают, компенсировать это объемами не получится. Более того, по данным, уже в начале года нефтегазовые доходы были ниже, и дальнейшее снижение цен только усилит давление. Для США ситуация выглядит иначе. Дешевая нефть означает более дешевое топливо внутри страны, а это снижает инфляционное давление и политические риски. Не случайно Дональд Трамп ранее критиковал ОПЕК за завышение цен. На фоне текущей ситуации падение цен может играть на руку Вашингтону, особенно в условиях внутреннего давления на экономику. Но важнее даже не экономика, а геополитика. Выход ОАЭ показывает, что внутри региона усиливается раскол. Долгое время страны Персидского залива действовали относительно согласованно, но сейчас это меняется. ОАЭ все чаще проводят самостоятельную линию, усиливают связи с Соединенными Штатами Америки и Израилем и отходят от прежней координации с Саудовской Аравией. Даже сам факт, что решение о выходе не обсуждалось с партнерами, показывает уровень расхождений. Это означает, что нефтяной рынок все меньше зависит от договоренностей и все больше от политических решений и конфликтов. И в этом смысле выход ОАЭ – это не причина, а симптом более глубоких изменений. Система, в которой несколько стран могли управлять глобальными ценами через квоты, постепенно теряет эффективность. Итог в том, что прямо сейчас рынок держится на ограничениях в Ормузском проливе и факторе войны. Но в перспективе он может столкнуться с новой реальностью, без прежнего контроля со стороны ОПЕК. Это означает больше конкуренции, меньше координации и гораздо более резкие колебания цен при любом кризисе. Нефть остается ключевым ресурсом, но правила игры вокруг нее меняются. И это уже влияет не только на экономику, но и на баланс сил в мире. Решение Объединенных Арабских Эмиратов, оно для всех неожиданно, тем более, что
объявляя о выходе из соглашения, Объединенные Арабские Эмираты тем самым не могут увеличить объем производства. То есть сейчас для них ограничением является не квота ОПЕК+, а физическая невозможность экспортировать полностью свои объемы. То есть максимум, что они сейчас делают, это качают и загружают по полной программе нефтепровод, который идет на Оманский залив, то есть через территорию Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, как бы обходной вокруг Ормузского пролива. Мнение Объединенных Арабских Эмиратов с экономической точки зрения абсурдно, потому что ты сейчас объявил о выходе из соглашения, таким образом толкаешь цены на нефть вниз, и зарабатывать будешь еще меньше с меньшего объема нефти, который тебе все-таки удается экспортировать. Вот. Но логика как раз, наверное, в этом и заключается, чтобы дать сигнал рынку понизить цены. Это скорее может быть некая договоренность с Соединенными Штатами. Это может быть некая кулуарная сделка, что США пообещали некую финансовую помощь Объединенным Арабским Эмиратам, потому что те действительно пострадали от нынешнего кризиса, а в обмен США просят услугу, по сути, по подрыву ОПЕК плюс изнутри и для того, чтобы цена снизилась на мировом рынке. Потому что для Соединенных Штатов и конкретно для администрации Трампа сейчас жизненно важно понизить цены на нефть на мировом рынке, потому что тогда снизится стоимость топлива на внутреннем рынке Соединенных Штатов и не будет такого политического давления на команду Трампа. Есть две теории. Первая теория говорит, что ОАЭ, как только Ормузский пролив откроется, когда бы это ни произошло, хотят иметь достаточно мощностей, чтобы резко нарастить добычу и компенсировать все потери. Это одна теория, очень сфокусированная на краткосрочной перспективе. И вторая теория больше ориентирована на долгосрочную перспективу. Мы знаем, что спрос на нефть достигнет пика довольно скоро, в ближайшие несколько лет, и затем начнет довольно быстро снижаться в 30-х или 40-х годах, в зависимости от прогноза. Это означает, что у стран появляется стимул монетизировать ресурсы как можно быстрее. У тех стран, которые могут. И ОАЭ — одна из таких стран. Я думаю, на Ближнем Востоке мы наблюдаем реальное перераспределение. Геополитическое перераспределение, где Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и Турция группируются как новые гаранты энергетической безопасности и безопасности в целом в регионе, в то время как ОАЭ все теснее связываются с Индией, с Израилем и с США. И это перераспределение также видно в том, что министр энергетики ОАЭ упомянул, что Саудовская Аравия не была проконсультирована. Я думаю, это действительно показывает, как эти две страны расходятся. Не стоит забывать, что в начале года у них уже был небольшой конфликт из-за ситуации в Йемене. Это показывает глубокое расхождение между этими странами с геополитической точки зрения. Король Чарльз III выступил перед Конгрессом США, призвав сохранить единство Лондона и Вашингтона на фоне глобальной нестабильности и напряжения вокруг Ирана. Речь прозвучала в Конгрессе во время государственного визита, приуроченного к 250-летию независимости США. Это редкое событие. Король стал лишь вторым британским монархом, выступившим перед обеими палатами. Выступление проходит на фоне разногласий между союзниками по поводу конфликта с Ираном и заявлений Дональда Трампа, который критиковал позицию Лондона. В своей речи британский король подчеркнул, несмотря на разногласия, Союз остается ключевым для защиты демократии и безопасности. Отдельно он упомянул Украину, заявив, что сегодня миру требуется та же решимость, которая была после терактов 11 сентября, для защиты страны и достижения справедливого мира. Наши судьбы, как нации, были взаимосвязаны. Как сказал Оскар Уайльд, у нас сейчас с Америкой практически все общее, кроме, разумеется, языка. Поэтому, когда мы встречаемся во времена большой неопределенности, во времена конфликтов от Европы до Ближнего Востока, которые создают огромные вызовы для международного сообщества, и влияние которых ощущается в сообществах по всей протяженности наших собственных стран. Мы также встречаемся после инцидента неподалеку от этого великого здания, который стремился нанести вред руководству вашей страны и посеять более широкий страх и раздор. Позвольте мне сказать с непоколебимой решимостью, такие акты насилия никогда не добьются успеха.
Какими бы ни были наши различия, какими бы ни были разногласия, которые у нас могут быть, мы стоим едиными в нашей приверженности отстаивать демократию, защищать всех наших людей от вреда и отдавать должное мужеству тех, кто ежедневно рискует своими жизнями, служа нашим странам. Итак, я прихожу сюда сегодня с высочайшим уважением к Конгрессу Соединенных Штатов, к этой цитадели демократии, созданной для того, чтобы представлять голос всего американского народа и продвигать священные права и свободы. Союз, который наши две нации выстраивали на протяжении веков и за который мы глубоко благодарны американскому народу, действительно уникален. И этот союз является частью того, что Генри Киссинджер описывал как возвышенное видение Кеннеди об атлантическом партнерстве, основанном на двух опорах – Европе и Америке. Это партнерство, как я считаю, господин спикер, сегодня важнее, чем когда-либо. Сразу после 11 сентября, когда НАТО впервые задействовало статью 5, и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций был един перед лицом террора, мы вместе ответили на этот призыв, как наши народы делали это уже более века. Плечом к плечу, через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и моменты, которые определили нашу общую безопасность. Сегодня, господин спикер, та же самая непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее самого мужественного народа. Я от всего сердца молюсь, чтобы наш союз продолжал защищать наши общие ценности вместе с нашими партнерами в Европе, Содружестве и по всему миру. И чтобы мы не прислушивались к настойчивым призывам становиться все более замкнутыми. В Вашингтоне короля Великобритании Чарльза III и королеву Камиллу официально встретили в Белом доме. Церемония прошла на Южной лужайке, с военными, гимном, салютом, парадом и пролетом авиации. Это высший формат приема для главы иностранного государства. Королевскую чету встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. После этого Чарльза и Камиллу приветствовали представители американской администрации. Позже Трамп, Мелания, Чарльз и Камилла поднялись на балкон Белого дома. Оттуда они наблюдали за прохождением почти 500 американских военнослужащих всех 6 родов войск. Завершилась церемония пролетом авиации над Белым домом. Визит Чарльза и Камиллы в США продлится 4 дня. Он приурочен к 250-летию американской независимости и должен подчеркнуть связи между Великобританией и ее бывшей колонией. Формально это протокол. Но по сути демонстрация союза в момент, когда отношения двух стран снова проходят проверку международными кризисами. Президент Трамп был в своем стиле красноречив и в хорошем настроении. Моя замечательная мама, Мэри Маклауд. Мэри Маклауд родилась в Шотландии, на Гибридских островах. И это, как они говорят, такая настоящая, серьезная Шотландия, без всяких сомнений. Есть места, где говорят, ну да, Шотландия, а вот гибриды — это настоящая, серьезная Шотландия. Именно оттуда происходили их величайшие воины, самые великие воины. Она приехала в Америку в 19 лет, встретила моего невероятного отца. Мы его так любили. Мы все его любили. Мы любили ее. Мы любили его, Фреда. И они были женаты 63 года. И простите меня, если не возражаете, это рекорд, который мы не сможем побить, дорогая, прости. Просто не получится. Мы проживем хорошо, но не настолько хорошо. 63 года. Моя мама, я это так ясно помню,
Она любила, я сказал об этом королю, она любила королевскую семью и любила королеву. И каждый раз, когда королева участвовала в какой-то церемонии или в чем угодно, моя мама буквально прилипала к телевизору и говорила: «Смотри, Дональд, смотри, как это красиво». Она действительно любила эту семью. Но я также помню, как она очень четко говорила: «Чарльз, посмотри, молодой Чарльз, какой он милый». Моя мама. У моей мамы была симпатия к Чарльзу. Можете себе представить? Удивительно. Интересно, о чем она сейчас думает. Официальная страница Белого дома опубликовала в социальных сетях фото Чарльза III и Дональда Трампа. Снимок репортажный, оба на нем смеются. Вот только подпись к фотографии вызвала обсуждение в соцсетях. Без пафоса его озаглавили: «Два короля». А учитывая любовь Трампа к монархии, можно только предполагать, почему сделали так. Путин хочет войны. Он хочет большего. Он сотрет все население. Так якобы сказал Дональд Трамп королю Чарльзу III во время парадного приветствия у Белого дома. По крайней мере, об этом пишут сразу два уважаемых СМИ. Нью-Йорк Пост и The Sun утверждают, что их чтецы по губам расшифровали короткий диалог. Трамп якобы сказал, что переговорил с Путиным, и тот хочет войны. Король предложил обсудить это позже. «Он хочет большего», — добавил Дональд. Король снова ответил: «В другой раз». Трамп согласился, но продолжил: «У меня такое чувство, что если он сделает то, о чем говорит, он сотрет все население». После чего разговор перешел в более легкое русло о бальном зале Белого дома. 28 апреля российский Туапсе снова под ударом. По городу бьют беспилотники. Цель – нефтяная инфраструктура на побережье Черного моря. Местные власти подтверждают, пожар начался после падения обломков дронов. Речь идет о крупном возгорании на территории нефтепереработки. Огонь быстро распространяется, столб дыма виден за несколько километров. Начинается эвакуация. Это не первый удар, уже третий за короткий период. И он снова по той же цели. Туапсе – один из ключевых узлов экспорта топлива на Черном море. Через порт идут нефтепродукты, в том числе на внешние рынки. Удары по таким объектам – это не только про военную тактику, но и про давление на экономику и логистику. Информация о масштабах повреждений остается ограниченной. Владимир Путин жалуется, что атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре в России стали происходить чаще. При этом, по его словам, ситуация на месте контролируется, серьезной угрозы нет. Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются. Американские военные публикуют видео, на котором, как утверждается, морские пехотинцы досматривают коммерческое судно в Аравийском море. По данным Центрального командования США, корабль остановили в рамках контроля за соблюдением блокады иранских портов. На кадрах видно, как на борт высаживаются морпехи и проводят осмотр. В Пентагоне заявляют, операция прошла без инцидентов, а само судно впоследствии отпустили, после того, как экипаж подтвердил, что не направляется в иранские порты. Эпизод стал частью широкой кампании США по контролю морского трафика в регионе. После закрытия Ираном Ормузского пролива Вашингтон ввел фактическую блокаду, заявив, что будет проверять все суда, связанные с иранскими портами. Американская сторона утверждает, такие меры направлены на давление на Тегеран и предотвращение обхода санкций. В свою очередь, Иран называет действия США пиратством и предупреждает о возможном ответе. По данным американских военных, за последние дни были остановлены и развернуты десятки судов. При этом отдельные корабли пытаются обходить ограничения. Фактически речь идет уже не просто о военном противостоянии, а о борьбе за контролем над ключевой энергетической артерией планеты. В Тегеране делают жесткое заявление. Несмотря на перемирие, войну в Иране считают незавершенной. Об этом на государственном телевидении заявил представитель армии. Бригадный генерал Мохаммад Акраминья. Что касается текущей ситуации, мы не считаем войну законченной. С того дня, как боевые действия прекратились и, по сути, наступило перемирие или тишина на поле боя, поскольку нет доверия к Соединенным Штатам и нашим противникам, мы продолжаем действовать так же, как во время войны, прилагая серьезные усилия для обновления списка целей. Мы продолжили обучение, использовали опыт войны, а также производим и модернизируем наше оборудование. Для нас ситуация по-прежнему остается военной.
Финляндия и Эстония заявили о задержках поставок американского военного оборудования в Европу из-за войны на Ближнем Востоке. Часть запасов США перенаправляется в другие регионы, связанные с конфликтом вокруг Ирана. У нас продолжается обсуждение поставок оборонных материалов, так же, как у нас продолжается обсуждение поставок ледоколов. Поэтому мы продолжаем этот разговор с американцами. Из-за глобальной ситуации, иными словами, войны в Иране, общеизвестно, что часть запасов и систем поставок в США либо направляется в другие места, либо задерживается. Но я не вижу никаких причин для тревоги здесь, в Финляндии. И на ваш последний вопрос. Находимся ли мы в каком-то черном списке? Я ничего об этом не слышал, так что меня это совершенно не беспокоит. В этом смысле мы находимся в таком же положении. Я знаю, что имеется задержка. Вероятно, это вопрос к нашему министру обороны относительно того, каких именно ракет или боеприпасов нам недостает. Но, насколько мне известно, речь идет о «Химарс». Но это дает сигнал, что Эстонии и Европе в целом следует гораздо быстрее развивать свою оборонную промышленность, не полагаясь на разные страны мира. И второе. Возможно, нам следует делать некоторые вещи вместе. Закупки и так далее, чтобы быть уверенными, что мы добиваемся результата совместно. И в этом отношении тоже. Юг Ливана снова под ударами. Над приграничными районами поднимаются густые столбы дыма. Их видно даже с территории Израиля. Несмотря на действующее перемирие, ситуация резко обостряется. Армия Израиля объявляет срочное предупреждение. Жителям более 10 населенных пунктов на юге Ливана немедленно эвакуироваться на север. Формулировка прямая. Готовится удар. Израиль объясняет это нарушением соглашения со стороны Хезболлы. Военные заявляют, продолжают наносить удары по объектам, которые считают инфраструктурой группировки. Одновременно израильские войска остаются на части южной территории Ливана. Хезболла не прекращает атаки. Дроны и ракеты регулярно направляются по позициям израильской армии и по северу Израиля. Сегодня мы взорвали огромный террористический туннель Хезболлы. Мы уничтожаем их террористическую инфраструктуру. Мы ликвидируем десятки террористов, и мы еще не закончили. Мы действуем в зоне безопасности к югу от реки Литани, к северу от реки Литани, в долине Бекаа и на севере Ливана. Несколько недель назад я отдал распоряжение о специальном проекте по устранению угрозы беспилотников. Это займет время, но мы и это уничтожим. Во вторник днем Киев оказался под атакой российских дронов. В городе объявили воздушную тревогу, вскоре прогремели взрывы, работала система ПВО, несколько беспилотников удалось сбить, но их обломки упали в разных районах столицы. Повреждены здания и автомобили, возник пожар. Есть пострадавшие. Эта атака отличается тем, что произошла не ночью, а в разгар дня, когда город живет обычной жизнью. В столице Греции, Афинах, сразу 2 эпизода стрельбы за один день. Пострадали 5 человек. По данным полиции, все устроил 89-летний мужчина. Сначала он открыл огонь в отделении Государственной службы социального страхования. После этого нападавший сел в такси и поехал к зданию суда. Уже внутри суда он сделал несколько выстрелов. Оружием, дробовик мужчина оставил на месте. Там же нашли письма, адресованные СМИ. Позже его задержали в 200 километрах от Афин. Мотив пока не называется. Местные СМИ пишут, что мужчина работал уборщиком и ранее имел проблемы с психическим здоровьем. Южный Судан стремительно приближается к гуманитарной катастрофе. По оценкам ООН, почти 8 миллионов человек, это больше половины населения, не могут обеспечить себя едой. Ситуация обостряется на фоне конфликта, массового перемещения людей и изоляции целых регионов. В некоторых районах люди месяцами остаются без доступа к помощи. Еду доставляют по воздуху, но этого уже недостаточно. Особенно тяжелое положение у детей и женщин. Эксперты предупреждают, при текущей динамике в стране возможен полномасштабный голод. Это совокупные факторы, но основными факторами являются конфликт и небезопасность. Но мы также увидели, как экономические потрясения, вызванные внутренним конфликтом в Южном Судане, повлияли на функционирование рынков и подняли цены до уровня, при котором среднее домохозяйство не может позволить себе купить достаточное количество еды для своего благополучия. Экономический фактор также стал значительным в результате сбоя в работе рынков из-за конфликта и недоступности некоторых районов внутри страны, а также влияние ситуации на Ближнем Востоке, которая, например, привела к удвоению цен на топливо на некоторых рынках. В китайском Чунцине студент собрал бионическую бабочку, и она летает.
Это не игрушка, а полноценный аппарат с машущими крыльями. В отличие от обычных дронов с винтами, здесь подъемная сила создается движением крыльев, почти как у настоящего насекомого. Проект разработал студент инженерного колледжа. На все ушло несколько месяцев. Такие разработки считаются перспективными. Бионические дроны могут быть тише, менее заметными и потенциально эффективнее в сложной среде. Например, в узких пространствах или при наблюдении. Впервые в истории электрическое аэротакси взлетело из международного аэропорта и долетело до центра мегаполиса. В Нью-Йорке продемонстрировали машину, которая может вертикально взлетать и садиться как вертолет, но летит как самолет. Аппарат поднялся из аэропорта и приземлился на городских вертолетных площадках. Такой маршрут — аэропорт-центр города — раньше никто в мире не выполнял на электрическом воздушном такси. 6 пропеллеров работают синхронно, а управление осуществляется через компьютер. Власти Нью-Йорка делают ставку на эту технологию. По оценкам, поездка из центра города в аэропорт на автомобиле может занимать больше часа. Аэротакси способно сократить это время примерно до 10 минут. И главное, речь уже не о далеком будущем. Разработка электрических аэротакси идет по всему миру. Компании пытаются первыми выйти на рынок и занять нишу городских воздушных перевозок. Теперь Нью-Йорк лидирует в мире по внедрению этой технологии. Полет электрического аэротакси из международного аэропорта к городскому вертолетному порту раньше нигде в мире не выполнялся. И это именно тот тип операций, который станет обычным в рамках программы.